Наконец-то это случилось. Сердце колотится, руки трясутся. Почти что 300 участников посетило сегодня наше мероприятие. Мы даем старт, сейчас будем дубасить вообще не по-детски. Сегодня мы творим историю. Два дня до гонки, да. Но планировали, что в таком состоянии мы будем значительно раньше, но, как всегда, без форс-мажоров у нас не бывает. 2 года мы согласовывали эту локацию, потому что сначала, когда мы еще с Саней не обсуждали этот момент, мы просто хотели здесь сделать гонку, так как здесь проводится очень много чемпионатов, ну, очень давно проводится чемпионат России по классическому ралли. И ребята вообще любят технические виды спорта. Креативность нашего руководства, что я могу сказать. Молодцы. Есть чем отвлечься от, опять же, от этих обыденностей. Это ново для нас, это интересно для нас. Это хорошо для нас. Мы, короче, приехали на эту площадку в ноябре прошлого года. И здесь прям реально были горы. И мы планировали немножко правее, да, там лагерь разместить, все. И Тоха говорит, нет, вот здесь будет лучше, здесь ближе к КПП. Я говорю, Антох, а как это вообще сделать? Ну, здесь реально горы. Вот прям вот здесь они были. Ну, видите, здесь замечательное футбольное поле. Задачи, которые они выполняли при производстве работы по созданию полигона, не совсем свойственны нам, горнякам, но, тем не менее, вот эта вот хватка рабочая, вот это вот инженерный ум, скажем так, они помогли, конечно, построить вот эти площадки, эти преграды, эти препятствия, эти линию электропередач, освещение. Вот эти все моменты, они были реализованы благодаря вот именно нашим трудящимся. Мы в жизни никогда не работали такой техникой. То есть мы даже физические возможности я ее не представлял. То есть я в жизни не мог понять, что как вообще работает 60-тонный бульдозер, что он реально может сдвигать горы, там, делать там, с каких-то обрывов автомобильные дороги, и все это вот буквально за считанные часы. У нас есть фронтальный погрузчик, который грузит балласт в БелАЗы. В БелАЗа у нас ездит 2 30-тонных. Мы отсыпаем площадку мелким отсевом, чтобы было удобно ходить, ездить. Также у нас есть бульдозер, который нам нарезает дороги. Также у нас работает грейдер на площадке. И у нас работает еще кран и автовышка. Поэтому экономим силы и время благодаря этой технике. Ну, был интерес, был блеск в глазах, что называется. Делали действительно новую работу. Казалось бы, строительство той же линии электропередач в карьере, и там одна и та же работа, одни и те же операции. Но цель. Здесь несколько уже привычная работа, а здесь для чего? Для того, чтобы здесь будет такое шоу, такое мировое шоу. Это, конечно, стимулировало наших трудящихся. Да. На территории предприятия очень много всяких штук, которые уже вышли там из эксплуатации, но в то же время они как бы хранятся на складах. Я художник, я так вижу. Или, например, вот смотри, вот такие электрические шкафы. Мы их просто расставим на трассе, да, в качестве декораций. Рельсы это будет одно из препятствий, да. Хорошо, прыгается, мы его уже протестировали. Поезда не будет. А здесь же есть своя железная дорога. Вот разобрали старую железную дорогу, которую уже комбинат не пользуется. Перевезли сюда. Обещали еще этот электровоз, но не получилось его привезти. Старый, хотели его подцепить к вагону.
Было бы вообще мощно. Да, или вот посмотри, вот эти старые опоры, в общем, они где-то там лежали без дела, нам разрешили их разместить здесь, и, в общем, это будет задник старта, мы здесь разместим флаги. Сейчас мы с ребятами готовим рамки для баннеров наших спонсоров. По плану у нас 60 плакатов. Стремимся к этому числу. Сейчас будем их крепить, и завтра будем украшать стадион, расставлять их по местам, чтобы было красиво. Вот так выглядит настоящий асбест. Пушистые камни. Вот это асбестовая руда, вот это минерал хризотил, вот эти жилки горизонтальные, скажем так, если я так покажу. Наша цель извлечь вот это вот полезное ископаемое. Вот эти волокна, да. Ну вот пошел, как хорошо. Вот. Все остальное вот темного вида, это вмещающие породы, это отход, это пустая порода. Хочешь, покажу 10 миллионов рублей? Да, хочу. Вот. Это партнер нашего мероприятия, дилер шин, Максам называются. Мы этими шинами будем оформлять территорию, саму трассу эндуро-стадиона. В общем, это очень дорогие штуки. Вот, привезли их издалека. Но чтобы вы понимали, это вот такая техника работает в этом карьере, и, в общем, эти шины применимы здесь, в Ураласбесте. Все, пора-пора-пам! Ребята собирают стойки. Вон у нас шины партнерские. Они и так нормально стоят, мы их там подсыпали. Но так как стойки у нас 4, а самих шин 6, поэтому придумываем на месте. Это бочки наши спонсоры нам предоставили для создания антуража такого индустриального, так скажем. Бочки для хранения кислоты. Парни варят их из пластика. Какие-то у них серьезные, видимо, технологии, оборудование, политехника. Вот наши партнеры. Я вам выделил трек, он там порядка 3,5 километров. Его надо разметить. Он уже расчищенный, и по нему на мотиках в том году катались. Моя основная задача — это, наверное, прокладка и организация трека, и вот тот участок, который у тебя есть. Ну, мы вдвоем с Тёмой. Все, я предлагаю тогда вам вдвоем ехать его размечать, потом возвращаетесь сюда, и я вам дам дальше, да. Приехали ребята, которые помогают нам в организации прокладки и разметки маршрута, так как у нас в этом году по регламенту 2 внедорожных дня по 30 километров. Усилий нужно приложить много. Мы разделились на разные группы. И одна из групп сейчас выезжает на разметку определенного трека. Помогаем пацанам на угле в Асбесте, на карьере строить гонку. Мы конкретно катаемся по лесу, размечаем ленточки всякие, делаем, чтобы трасса была где-то сложная, а где-то, наоборот, она чтобы была легче. Там суть какая? Там подъем вот такой, и деревья стоят. И довольно-таки в 2 местах скользковато. И надо сделать просто полку. Убираем ветки, траву всякую, где-то вешаем разметки, чтобы гонщики не заблудились, где-то натягиваем ленту, чтобы мимо трассы не проехали, где там повороты. Для каждого класса свой треугольничек. Красный — это у нас профессионалы, зеленый — это любители. И чтобы ребята не путали треки, чтобы ехали именно по той дистанции, которую мы им сделали, мы их развешиваем и дублируем обязательно. Вся местность, она живая, то есть любой спуск, любой подъем, он сложный.
Ну вот тем и отличается. Для новичка он более спокойный, более прямой, а для профика он уже вверх-вниз, вверх-вниз. Туда вниз едут, да, профессионалы. Ребята, которых мы особо не будем жалеть, потому что они все умеют ездить на мотоциклах. Надо будет подобломать сейчас немножечко. Теперь понятно, на развилке, грубо говоря, профессионалы увидели, что им налево, они увидели подтверждающий значок туда. Любители увидели, что прямо, увидели туда. Ничего, ни GPS, ничего, да. Мы делаем гонку только по стрелкам, чтобы это было доступно для всех. Чтобы человек просто взял, приехал на гонку и поехал. Мы стараемся очень часто вешать, потому что сами участвуем в гонках, и когда часто висит лента, и психологически проще, что ты правильно едешь. В том году был голдовый подъем. В этом подъеме в этом году должны заехать все, включая любителей. Поэтому туда надо приехать и сделать траверсы. Я туда вчера ездил. Ну, я там заеду. Да, там вот сюда выводят хули. Вот сюда вышли дорогой и туда подъем. Блядь, не может быть этот подъем. Когда будет много народу, лучше сделать несколько траекторий. Вот такие подъемы. Это бронза. Да, тут и прямо, и влево, вправо, блядь. Красным отмечен трек первого дня. И если посмотреть на другую часть карьера, то зеленым это трек на второй день. Каждый день у нас будет по 30 километров и по 9 контрольных точек. Абсолютно разные треки, никаких там в заднюю, назад и так далее. То есть мы сделали разные треки, чтобы было интересно оба дня ездить. Уши оторвались. Сорвалась? Блядь. Ну, понял. Ну, слава богу, никто не пострадал, как бы, поэтому все окей. Пытаемся решить с партнером, как поставить эту рекламную конструкцию, чтобы она и выглядела хорошо, потому что времени категорически нет. Изготавливать новую рекламную конструкцию нет. Короче, давай, ты не переживай, сделаем все в лучшей форме. Я думаю, Миш, смысла паять ее нет. Мы стяжкой стянули и подсыпем балластом. Выглядит будет нормально. В общем, находим решение и решаем текущие вопросы в режиме реального времени. Мы находимся на Асбестовском карьере. Это один из самых крупных в Европе и глубоких карьеров, поэтому здесь все масштабное. Масштабные камни, масштабные бочки, масштабная техника. В общем, все масштабное. И задник старта, он тоже масштабный. Высота колонн 12 метров, длина задника 49 метров. Вот. Ну и хотели все это обвязать металлическими фермами, чтобы было довольно-таки массивно, красиво, но времени совершенно не хватает. И сегодня было принято решение немножко упростить конструкцию, дабы все успеть. Не хотят тренировки, так хотят на проволочку загрузить ее все. Чтобы новостей, чтобы она не провисала. Просто оцинкованно этот ремболт, он будет вариться очень плохо. Ага. Тяжелый металл. С проволокой вот это делаем? Да, у нас есть эти, как они, столбы. Ага. Это двигался. Ну, в любом случае, нам лучше начать и попробовать, если чтобы не получилось, успеть переделать. У нас у команды девиз «Главное красиво выехать». Поэтому делаем, чтобы все было красиво и всем все понравилось.
Влад! Надо рядом на 2 корпуса. За смену за 8-часовую с 450 до 500 литров. Пробег получается от 80 до 110 километров. В Москву на таком дорого ездить. И в центр вряд ли пустят. Перед нами два БелАЗа. Технологический автотранспорт. С левой стороны БелАЗ грузоподъемностью 120 тонн. С правой стороны БелАЗ грузоподъемностью 55 тонн. Все уже в нашем распоряжении, только ездить нельзя. А ходить можно. Вот такая у нас будет сцена, место для нашего комментатора Антохи Липовского. Он будет видеть отсюда все, весь стадион. Препятствия, да, готовы все. Вот сейчас у нас остался вопросик со стартовой машиной. Артем сварил. Но у нас уже опробована частью в Екатеринбурге, в центре города, испытывали ее. Доварили еще 25 мест. Мы занимаемся, как всегда, ландшафтным дизайном. Пытаемся сделать из этой круглой планеты плоскую. У нее разные рамки, а механизм спуска один, и поэтому она должна лежать, машина, ровно. Даже не так важно, как стоят гонщики. Вот именно один может стоять пониже, другой повыше, а вот машина должна лежать ровно. В этом вся и суть. Ну, у нас потихоньку уже начинают заезжать спортсмены. Мы здесь сделаем такой городок. Будут у нас 3 улицы, для того, чтобы можно было выезжать спокойно на зону старта, потому что она в паддоке вот как раз с левой стороны. Там одно дело там спортивная часть, там треки, а сколько работы и внимания там уделено вообще комфортному размещению там спортсменов. То есть это принципиально было заложено в концепцию, что мы, если будем делать круто, то мы будем делать круто все. Я ни на одной эндуро-гонке не видел, чтобы к каждому столбу электрическому подвели 220, чтобы вы могли подключиться. Макароны – это очень важно, потому что макарона, она, как я говорил, дает силу. Вот. А правильно приготовленная макаронина, она дает еще радость. Ты солил? Да! Это просто божественные макароны. Они никогда не надоедают. Немножко переварены, да, Сань? Я еще не пробовал. Нет, нормально все. Они просто сейчас еще постоят, они еще доварятся и будут вообще размазня. Слышь, давай обратно меня. Давай сюда, все. Хорош. Они дорогу начертили, и туда кто-то встал. Я говорю, вы нахуя мне здесь нужны? Я ему сейчас показал, что попытаемся сделаем. Держи вот этот листок. Мой перфекционизм немножко бушует. Вот. Я люблю, когда все ровно, прямо и параллельно. Вот. Что мы и хотели создать сегодня на парковке, чтобы всем спортсменам было удобно заезжать, выезжать, и с высоты, так сказать, птичьего полета были красивые фотографии. Поэтому стадион у нас, где располагаются спортсмены, и они будут 4 дня у нас проживать, было расчерчено ленточкой, все должны были вставать ровно. По крайней мере, вот с этой линии они могут начать делать по-человечески. Все, поняла. Поэтому пусть еще раз им на плане все это дело покажи и возвращайся. Окей. Но наши маршалы благополучно чуть-чуть затупили и поставили их криво. Вот, в общем-то, это меня и привело в ярость. Но сейчас мы все недочеты устраним, все поставим ровно и красиво и продолжим наш фестиваль. Сегодня весь день заезд будет гонщиков. В течение дня идет регистрация уже начата. Выдаются стартовые пакеты, номера. То есть гонщикам есть... Сегодня они должны зарегистрироваться все.
У них завтра всего лишь час на регистрацию, и это там самые опоздуны будут, которые, как всегда, где-нибудь найдутся. Всех приветствую, меня зовут Шамиль, я родом из Дагестана. Привет, я из Питера. Я из Москвы. Я из Екатеринбурга. Мы из Нижнего Новгорода приехали. Из города Чебоксары. Мы приехали из Челябинска. Магнитогорск. Мы из Санкт-Петербурга. Я вообще родом с Каменска-Уральского. 2 суток получилось путь у меня. 2500 километров. Ровно сутки ехали, прям с Москвы выехали, сутки ехали сюда. Мы приехали с Ямала, с Нового Уренгоя, всего-навсего 1823 часа в пути. Раскладываемся, достаем мотики и едем на регистрацию, потому что там техкомиссию надо проходить, шлемам показывать. Что хочет каждый участник на регистрации? Чтобы он пришел и желательно бесплатно, ему сразу все выдали, желательно вместе с мерчем, и он быстро ушел. Обезжириваем мотоцикл для наклейки номеров. Смотри. Тебя могли бы бы на цифру меньше дать, да? Да. Сейчас загнет туда красиво. Я делаю как себе. У нас ноу-хау, мы там все развесили по пакетикам, как бы все стартовые наборы. Вот. Ну, пока вроде идет все неплохо, то есть мы достаточно быстро всем выдаем, никто в очереди не стоит. Регистрация быстрая, да. Но мы рано приехали, никого еще не было. Они к нам приходят, показывают, мы у них проверяем документы, берем стартовый взнос, выписываем лицензии, если это нужно, и составляем списочки, ведем все протоколы. Лицензия – это разрешение на участие в соревнованиях. То есть без нее спортсмены не имеют права ехать. Ну вот техинспекция идет, ну потому что это забота о безопасности, это правильное решение, и участники многие пренебрегают вроде бы такими как бы нужными вещами, им кажется, что это все ерунда. Проводим техосмотр на предмет исправности мотоцикла и каких-то деталей, чтобы не было там острых углов, целостность техники, экипировка, шлем в первую очередь. Шлем, вот, пожалуйста, причина, да, раз завернули. Подлечил, сделал, все, острых углов нету, она целостность. Пойдет? Да. Ну все, вот видишь. Самое популярное — это люфт в колесах, подшипники люфтят. Порой они сами даже не знают. Некоторые приехали, у них менял колесо и забыл закрутить заднюю ось. Колесо болтается, он был очень сильно удивлен. Оказалось, что на одном мотоцикле сломался цилиндр сцепления, на другом сосок у тюблиса оторвался, а на третьем оторвало подножку в дороге. И, в общем, мы не можем пройти техкомиссию пока что. Может быть, и не пройдем. Вот мы прошли, ремонтируем, чтобы пройти остальное. Заколхозил, конечно. Ну что, молодец. Да. А что, когда колесо не работает в воздухе, что делает мотоцикл? Мотоцикл переворачивается. Да, это я понял. И ты втыкаешься головой. Не дай бог. Но все адекватно воспринимают. Уезжают, ремонтируются, приезжают. Ну, немножко рассыпались подшипники. Вот. И диск тормозной погнулся, да. Сейчас вот заменим. И на старте уже на гонке будем целы и невредимы. Все, я тебе отмечаю, и твои эти поломки убираем. Видишь, вот ты проводишь, у меня сразу здесь появляется вот эта машинка, это значит техинспекция проведена, то есть я прям сразу в списке вижу. Единственное, я, конечно, опасаюсь, что к вечеру может произойти наплыв тех, кто приедет поздно, но будем разгребаться. Вот мы тут с девчонками прям, можно сказать, всей командой работаем над тем, чтобы всем было комфортно. Наша задача как раз провести медицинский осмотр. Сделаем проверку зрения, сахар крови, давление и сердце, ЭКГ. У нас есть и макет коленного сустава. Мы объясняем спортсменам, как важно следить за коленями. Все-таки это практически наша рабочая часть тела. Поэтому мы вот объясняем на месте. Бывает иногда, действительно, приходят люди либо в состоянии алкогольного опьянения, либо, может быть, с нарушением ритма сердца или нарушением работы сердца. Но скажем так, что на этом соревновании все в порядке. Под Липовскую палатку покатать колесами, чтобы здесь не взрыто было. Слушай, а мы можем и водовозкой покатать, она еще тяжелее. Смотри, аккуратно к палатке вон, к той красной подъедь. Тебя там встретит парень, тебе нужно будет потрамбовать, поукатывать площадку. Нет, так пусть он сам берет большой камень, везет и здесь выкладывает в ряд, я ему покажу. Антох, если возьмешь на себя этот вопрос, потому что его контролировать надо, а мне тут есть чем заниматься. Ты к Антохе подойди вон, который этот худой, подойди пешком пока, спроси, что делать. Видел есть, спасибо большое, видел есть такое кафе, называю хэштег, называется «Пей здесь кофе». Капучино? DRC капучино. Сильно прям затягивать не надо, да? Он сказал вам? Да. Ну вы, блин, даете.
Да, пускай отдыхает, надо троса натягивать. Сейчас щетки привезут, ее смести всю. И все, и пробовать. Мы ее изначально делали для центра города. Она стояла у нас, выставляли ее на асфальте. И анкерами прям к асфальту на 8 марта прикручивали. А сейчас мы ее собираем на сварку, будем забивать клинья глубоко в породу, как сможем, и приваривать ее. Сегодня мы часика в 3, наверное, в 4 проведем конкурс «Подъем на холм». Задача от подножья подняться до вершины на мотоцикле. Не всем это удастся, не каждому. Но сейчас каких-нибудь отчаянных 20 человек мы найдем. Уже записался, все. Буду участвовать. Да, участвую. Дань не поедет, а я подъем поеду. Он самое главное, там мотоцикл не разобрать, чтобы завтра доехать. В недавнее время была гонка, ну как гонка, мероприятие «Царь горы», где я, естественно, стал царем. В принципе, здесь тоже есть такие надежды. В первую очередь надо аккуратно сохранить и себя, и мотоцикл. Ну и постараться выиграть, найти баланс такой. Одно из наших основных, так сказать, плюсов нашей команды, то, что мы стараемся всегда все делать вовремя. И если мы сказали, что у нас дисциплина подъем на холм будет в 4, то ни плохая погода, ни ветер, ни апокалипсис нам в этом не помешает, и мы начнем ровно в 4 часа. На этой горе очень своеобразный зацеп для шины мотоцикла. Раньше она выглядела вот подобным образом. Она вся была завалена у подножья огромными булыжниками. Но мы расчистили, сделали хорошую разгонку. Бульдозер, погрузчик, экскаватор. И в конце это все выравнивал грейдер. Ситуация такая. Стартуем от тюков по одному человеку. Есть 2 попытки. Отмечаем попытки. Если у нас получается, что большое количество заезжают, или там все, к примеру, мы сокращаем подъем. У меня тактика говно, третья передача. Максимально дальше от сверху. Нет, будет импровизация. Судьи готовы! Нет, ну, конечно, мощность влияет очень сильно, но и помимо мощности надо что-то уметь. Готов? Халява кончилась. Все, теперь кто выше? Даже самые слабенькие, они тренируются. Им завтра выступать с нами, гоняться, поэтому я только за. Легенький подъем. Готов? Ставьте метку! Аккуратно! Эй, спускай его! Докуда заехал, не затолкал? Какой стресс, а? Евгений Телецкий, приглашаем вас на награждение! Ты молодец, мой кумир. Блин, вот у меня нет рюкзака, спасибо. Но Евгений еще на сноубайке у нас поедет. Он еще на сноубайке сейчас будет заезжать. Давайте отсюда, чтобы по-честному. Сейчас мы посмотрим преимущество техники. Готов? Да. Закрепил. Я же знал, я на такой ездил в горы, знаю, она может. Слушай, здорово получилось, всегда это фаново и задорно. Короче, в плане развлечения и экшена конкурс «Подъем на холм» — это тема. Ребята, готовимся к повороту. И
пойдем смотреть на наших кроссменов, которые сейчас будут давать угла в конкурсе на лучший наклон мотоцикла. Какая-то авантюра, вот этот вот меня записал, так что я вообще не в теме. Ну, по-моему, первый раз такое вообще. Сейчас во все конкурсы. Побеждаем во все конкурсы. Любим все конкурсы. Ситуация такая. Опускаем каждые 5 сантиметров планку. Кто не проехал, вычеркиваем. Да, но колея коварная. Колея все глубже и глубже. И мотик ниже становится. Давай перекручивай. Сантиметр. Давай, да. Как лавровый вино. Я готовился 20 лет по мотокроссу. Я 20 лет мотокроссом занимаюсь. И мне все-таки это хотя бы раз в жизни помогло. Я выиграл. А что за баллон-то хоть? Какой-то баллон выиграл, не знаю. Сложно, потому что тут своеобразная штука, то, что выкатывается яма, а не клея. Должна быть клея на ровной поверхности. А получается, мы вырыли яму, и мы в нее въезжали. Но здесь просто грунт такой специфический. Вроде бы это сыпучий песок, дресва, по-другому называют. Здесь на предприятии это называют балласт. В дождливую погоду он не превращается в грязь и не оставляет луж. То есть вода сразу впитывается в эти камни, и она уходит. Поэтому всегда на площадках на протяжении всего трека чистое покрытие, мотоцикл не пачкается и практически его можно не мыть. Балласт, он такое свойство имеет. Он, с одной стороны, вроде бы сыпучий, но в то же время он так уплотняется, что разрыть его достаточно сложно. Вот очень хорошо держит форму и в сыром состоянии очень классно лепится. Мы как раз вот под дождем все это строили, в общем. Но когда мотоцикл проезжает, он придает этой твердости, не делает колью и имеет колоссальный зацеп. Поэтому даже вертикальные склоны заезжаются по этому грунту совершенно, ну, так сказать, без проблем. И даже новичок, подъезжая к определенному склону, смотрит на этот склон и думает: да я никогда в жизни сюда не заеду. Но мы всегда рассказываем на брифинге нашим участникам, что зацеп для мотоцикла колоссальный. На самом деле этот грунт еще и магнитится. Давайте посмотрим. Вот смотрите. Химическая формула хризотила включает в себя ряд химических элементов: магний, феррум, железо. И вот эти вот магнитные свойства хризотила, они хорошо проявляются вот на этом магните. У нас сейчас впереди много работы, надо разметить зрительскую зону, потому что завтра мы ожидаем прям огромный наплыв народу. Ну а сегодня идем в бане париться, идем в чанах сидеть, отдыхать, набираться сил на завтрашний день. Что, погода нас радует, и это круто. Вот, пожалуйста, пошел, сходил в чан, взял лимонадика. Сегодня пойдем, будем тестить. Водичка теплая, кстати. Вот это хорошо. Вот где-то были бани с хорошими душевыми комплексами. Вот. А для нас это, ну, как бы,
это в порядке вещей. Да, база, которой надо обеспечить гонщиков, которые приезжают, платят стартовые взносы. Организация 24 году после. Мне кажется, именно так должны отдыхать эндуристы после того, как погоняли, настрадались, приехали, там все исцарапаны, еще что-то. Вот, пожалуйста, закрыто. Вот это вообще топчик. Пойдем покажу. Тут все еще тепло, потому что мы вчера топили. Вот здесь вот мы будем париться, греться, отдыхать, набираться сил на следующий день. Вот это душевые комплексы, которые ставятся на гонки героев. И мы договорились, чтобы один из этих комплексов раньше приехал к нам, и мы могли вот здесь вот ребятам организовать полностью всю зону, где можно помыться. Люди приходят, раздеваются, идут, купаются. Главное, чтобы у нас тут никто, как в этом, не начал кататься. Не будет такого. Ну все. Ну. А то у нас эндуристы могут себе тут аквапарк устроить. Да. А что такого? Зашел, помылся. Пришел, искупался. Самое главное — щит. Пришел, подключил все провода свои. Они пошли на щит. От него раздается питание на водогрейке. Набирается вода. РДВ. Да. Тут вода. Набирается вода и откачивается. Там 2 насоса стоит. От него откачивают. Тут, то есть от резервов берет воду, подает сюда, и от него уже горячая вода уходит. БелАЗ. БелАЗ. Подъезжает вот туда, подъехал, от него шланг приходит сюда, втыкаешь, и она качает, то есть воду выкачивает сюда. Хотел пойти еще взять ленту, чтобы отгородить тут. Лучше не надо на него лазить. Это... Пожалуйста, приезжайте, мойтесь, гоняйте, парьтесь, кайфуйте. Все для вас. Наш спорт растет, развивается с каждым годом, и людей все больше и больше. Организаторы вкладываются все лучше и лучше, поэтому это здорово. Сегодня вроде день начался отлично и без каких-либо проблем, но чувствую сейчас, если мы посмотрим вверх, то поймем, что этот сюрприз нас ждет немного выше. Уже начинает покрапывать, и это, я думаю, придаст зрелищности для стадиона. Препятствия станут яркими, скользкими и очень интересными. По большому счету сделаем здесь такой большой мотокросс с эндурными препятствиями. Почти 600 метров. Я считаю, это длинный маршрут для эндуро-стадиона. По времени занимает ориентировочно 1,5 минуты круг. Сам трек, он достаточно раскатистый, ходовой, потому что большое пространство, достаточно удаления все равно от зрительских зон, хоть и зрителям хорошо видно каждый элемент трека. Очень классно оборудована смотровая площадка, обзор открывается почти на всю гоночную трассу для спортсменов. И очень классно, и мы заметили, что достаточно много народу здесь. То есть людям интересно, да. Зеленый мотоцикл вам больше всего понравился. Но все равно мотоциклисты будут такие очень миниатюрные. И поэтому все препятствия старались сделать амплитудными, большими, из больших элементов. И чтобы это выглядело более задорно, трек сделали более раскатистым, он достаточно быстрый. Офигительный стадион. Мы прямо считаем, что это топчик. Потому что все едется, и действительно он определяет, кто едет быстрее, кто едет медленнее. Без лишних конкурсов ненужных. Ну, стадион, как обычно, допустим, у буйных, она такая ходовая, масштабная, крутая, как бы, и, в принципе, по стадиону вообще нареканий нет. Прям грамотно сделали пацаны.
И очень сложно сделать интересный, зрелищный трек, но в то же самое время безопасный для новичков. Поэтому мы, в общем, с одной стороны делаем такие там страшные там вылеты, да, но в то же время делаем такие выкаты, приземления. Конечно, для опытных ребят можно было бы приземление делать дальше, прыжок еще выше, но, в общем, приходится находить все время компромиссы какие-то. Быстрые пацаны будут подлетать, вообще будь здоров. Все бы такие стадионы делали, и тогда можно было бы заниматься этим видом спорта. То есть хороший пример, хороший стартап, и планку другим просто нельзя будет понижать. Сейчас тренировка первой группы профессионала. Любители уже оттренировались, все ровно, спокойно. В общем, проблем не было особо ни у кого. Тренировочные заезды мы организуем для того, чтобы участники попробовали стадион, немножко размялись, проверили свою технику на готовность. Да, был разминочный круг, ну, просмотровать, так скажем. Ехали 10 минут, вот, посмотрел, перекатался, выбрал нужные траектории. Вот, посмотрел, где буду ехать, с какой стороны бревна прыгать проще. Где-то заезд есть хороший, где-то накопано уже набуксовано. То есть такие тонкости, моменты. К мотоциклу привыкнуть, подвеску чуть настроить. Слушай, я смотрю, как едут лидеры, трек, сильные спортсмены. Какие траектории они выбирают. Потому что трасса, когда едут любители, у трека есть одни слабые места, где для любителей тяжелые. А для профессионалов могут возникнуть сложности на каких-то других элементах. Вот хочется на тренировке вычислить эти моменты, понять, насколько все безопасно, потому что трасса совершенно новая, не обкатанная. Ну, в общем, хочется понять, насколько мы все правильно сделали. Вроде все держится, где-то есть мелкий ремонт. Все исправляем, поправляем, чтобы ребята не получили, самое главное, травмы и получили удовольствие от этой стройки большой. В условиях дождя что-то станет более скользким. Как бы тоже это хочется увидеть сейчас на тренировке, чтобы быть к этому готовым к заездам. Ну, в общем, вот пока такой дождь, он только нам на пользу. Трек увлажнится, не будет пылить. Вот. Ну и в целом, как бы, все слабые места мы увидим. Пока все нормально. Да, после тренировочных заездов у нас будет официальное открытие, и после этого уже начнется официальная часть с заездами на время, ну и вечером, конечно же, награждение. А теперь давайте немного пошумим. Мы рады приветствовать лучших болельщиков страны и лучших атлетов страны на настоящем празднике эндуро, фестивале Урал-Азбест, Нугле, Бувиге. Всем привет! Ребят, хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что вы поверили во второй раз и приехали к нам на гонку. От всего 7000-го коллектива комбината я приветствую вас на этих соревнованиях. У нас единственный вопрос к вам. Обойные есть? Болельщики готовы? Только что произошло официальное открытие нашего мероприятия. Мы зарядили стартовую машину, потому что уже через 10 минут у нас состоится первый старт на нашем фестивале. Аж 5 у нас заездов в классе любителей. Так их много. И всего 2 заезда у нас в классе профессионалов. Сегодня пояс будем разыгрывать. И посмотрим, кто станет первым чемпионом и обладателем этого пояса. Все, погнали! Если вы не видели финишный флаг, доезжаете круг, потому что начинают там перекрывать, может быть такой близкий инцидент.
имейте в виду. Это предстартовый парк. Спортсмены выезжают на стартовую машинку и выбирают свободную себе машину. Фары отключаете только в очках, без очков нельзя, без глаз останетесь. Да, это чтобы очки были у них, шлема были застегнуты. Нет, не выпустим. Слышал? Слышал? Это счетчики, судьи, счетчики кругов, электронный хронометраж и ручной хронометраж. Судьи старта, финиша, судьи хеллшота, я главный судья, за всеми смотрю, это флаг маршала. За каждым препятствием смотрят, за безопасность. Фара почему горит? 59-го ловите! 69-й выиграл хеллшот, вон он, вот, можете снять. Вот это был самый зрелищный холлшот. Я думаю, что никто не обидится. Все, кто видели этот заезд, это было просто невероятно. Откуда-то по диагонали ворвался и просто обокрал их. По понятиям, холлшот должен быть по макушке этой горы. Но невозможно будет отбить его и отсудить, потому что большая ширина, и много спортсменов одновременно будут заезжать. Заезд на шины тоже спорная тема, потому что может создаться пробка, затор. А здесь как бы препятствие ходовое, и это же наша гонка, это наше правило. То есть мы решили холлшот сделать вот на третьем препятствии. В последний момент я увидел, что ребята поехали, по-моему, по дыркам в колесах, а я решил выбрать траекторию по ребру колеса. И всем так чутенько быстро проехал, и получилось вот до трубы доехать первым. Отборочном соревновании я взял холлшот. Доехал, не помню, каким, ну, в десятке. Отдельно будет своя вкусная финансовая плюшка и подарок от организаторов. Ну что, мелочь, а приятно. Никак не влияет на медали, но в любом случае отдельно чествуем самого быстрого человека. Опять у нас побеждает. Место у нас Антоха. Кто Антоха? Вот рулетка, перчатки, смотрю, такие блатные. Эти не оригинал на 10 штук на Армегу. Техосмотр здесь жесткий, как бы ребята, у кого подшипники болтаются, то есть помогли очень много уже, так скажем, у кого подшипники, защиты, подушки на руль, то есть покупают. Видишь, крепежи сразу ставят, чтобы... Свои крепежи. Да, стандартные. Это если козырек слетает, и не дай бог, ну как бы при падении. Как бы не зря, так скажем, приехали. Цели продать здесь и сейчас нет, то есть это больше такая рекламная кампания. Вот это вот прям вещь для эндуристов, это литий. А она что, ничего не весит? Ну вот, она ничего не весит, в том-то и суть. У нее вес где-то в 3-4 раза меньше, чем у свинца. Собственно, что там происходит? Стадион, он говорит, это не мое. Покажем. Также у нас есть медали, тоже уникальные абсолютно форматы дизайна. Это все сегодня мы будем для того. Стартовая машина вышла из строя. В своем надо уголок, телеграм-канале Рока разыгрывает фактически среди гостей участников мероприятий. Ходите в белый шатер, сварочный где написано Рока, и ребята... Слушай, ну стартовую машину только подготовили специально для этого мероприятия. Есть там какие-то особенности по конструкции, но в целом все рабочее. То есть падает без зависания, взводится быстро, работает. Еще финальные заезды. Еще 40 человек в заезде на этой стартовой машине не было. Пока любители стартуют по 30. Плюс 10 человек в заезде, это совсем другой трафик, совсем, другие проблемы могут появиться. Когда пройдет награждение, будет понятно. Для эндуро это очень
необычно, что на старте, как в мотокроссе, сколько, на 40 человек стояло. В России такого еще точно не было. Больше всего бесили бревна, да, которые не прыгаются, как обычно мы любим это дело, прыгать с одного бревна на другое. Здесь такие бревна были сложные, которые, в принципе, было даже сложно переехать. Старт, бугорок, поворот и вот эти колеса, которые лежат, вот это для меня лично было какое-то... Вроде ничего трудного, но... Выпрыжка после катушек с бревном и с колесами, потому что там нужно было... Просто интересный элемент, надо было подбирать скорость, чтобы и долететь, перелететь за колеса, при этом не улететь в бревно. Как это сделал Евгений Толецкий в отборке. Он дал передним колесом ровно бревно, и он как попрыгунчик отскочил от этого. Интересный элемент, такого я раньше не видел, хотя стадионов очень много проехал. Сейчас завершающий заезд у нас у профессионалов отборочный. Небольшая пауза и начнутся финалы. В финалах будет максимальное количество спортсменов, по 40 человек в каждом заезде. И это будут самые крутые спортсмены своих классов. Ну, я думаю, интересная будет борьба. Прям даже класс любителей, я думаю, покажет нам хорошую борьбу, потому что трек способствует этому. Хороший, ходовой, широкий, я думаю, мы увидим классное Рубилово. Тем более есть за что им бороться. Они борются за самый вообще крутейший пояс от крутой мастерской, который ехидно называется. Ребята делают пояса для чемпионатов мира по боксу, ну и для наших гонок. Этот пояс будет, во-первых, храниться здесь. На нем будет выгравирована его фамилия, имя, номер. И дальше уже будут отмечаться все, кто после него будут. Либо это будет снова он. Важно еще сказать, что это мини-версия пояса, которую можно будет забрать победителю с собой. Она специально для этого сделана, такая памятная часть ее. В этом году у нас, как и в прошлом, ожидаются очень крутые подарки. И один из таких призов – это наш фирменный кубок, сделанный из драгоценного камня, который добывается на комбинате территории города Асбест. Серпентинит. Это хороший поделочный материал, наши камнерезы и асбестовские, я думаю, что и во всей стране любят этот материал. Хороший срез, хорошая полировка, очень благородный вид. Мы из него делаем вот такие полированные кубки. В том году спортсмены просто были в восторге, когда получали такие оригинальные награды. Камни обрабатывал ювелир. Ему через подписанные документы только отдавали эту руду. Каждый победитель с данного фестиваля уезжает с частичкой этого мероприятия. Выглядит просто бомба. Я вон с конца четверка, если так смотреть, то позитивно. Ну что, вы чувствуете? Чувствуете, как... Дайте лопату, я ему выкопаю здесь побольше. Некоторые препятствия меняются по ходу заездов, раскапываются, но все это прогнозировалось и, в общем, ну, все по плану.
Бежать нахуй. Чё? Ну, блядь, он флаг этот Ты поднял, финишный флаг, блядь. ты финишный флаг видел? Он поднял его. Ты видел финишный флаг? Видел. И этот красный мне Но хуярит. тебе на результат не повлияло. Ты же Так не доехал. повлияло. Так не повлияло. Ты ехал последний перед лидером. Лидер есть на пол колеса. После лидера сразу давали флаг, и тебя никто не мог уже догнать. Ну ладно, окей, будет так. Ну, точно не первый. Ну, понятное дело. Ну, я в середине ехал, а тут вот такая фигня. Я бы еще круг добавил. Ну хочешь прокатить еще круг? Давай, ставь мотик ровно. Ну и самое главное, ты морально готов поднять первый в истории мотоспорта России пояс такого короля, я не знаю, императора эндуро. Морально готов к этому вообще статусу? Мы сегодня утром тренировались там. Так вот оно что, ребята. Сейчас за моей спиной стоит Давид Леонов, который стал обладателем первого в истории эндуро-пояс. Ну и, конечно же, ребята сегодня рубились прям не по-детски. Кстати, Женя Тылецкий шел очень долго первым, и думали, что он сможет дотерпеть. Ну что, получается, кто-то виноват, что ты сегодня не заехал в тройку? Ну нет, наверное, не кто-то, просто это моя ошибка, что я не успел проскочить Леонова, а так у него все в порядке. Ну, никто не виноват, это Терентьев. Понятно, все, хорошо. Гонка только начинается, настроение отлично. Сегодня была очень интересная борьба, и я думаю, что завтра будет еще интересней. Мы отправляемся ждать, отдыхать, идем в бане. Ну и что? А потом вечером салют. И салют мы вам обязательно покажем. Дальше у нас идет второе КП. Там один из самых сложных подъемов у класса профессионалы. Там желательно поставить двух сильных ребят. Будет зрелищно, возможно, будут падать. Помогать не надо. Надеюсь, увидим плачущих мужчин, сидящими под деревьями, продающие свои мотоциклы на Авито, выкладывающие, ну, если позволит, интернетно. Ну, мы все за этим сюда приезжаем. Сейчас у нас происходит расстановка на старте согласно результатам вчерашнего дня эндурокросса. Спортсмены расставляют мотоциклы и будут стартовать рядами через интервал времени. Для того, чтобы производить контроль прохождения дистанции и фиксировать прохождение маршрута, чтобы не было срезок у спортсменов, им выдается специальный прибор, трекер, который пишет их, в общем, маршрут. Да, его просто кладешь в рюкзак и все, и погнал. То есть он работает, то есть тут вот одна кнопка, как бы включить и выключить, все. То есть очень простое управление. Мы онлайн можем видеть, кто по какой дистанции едет, и, в общем, контролируем честность соревнований. Едешь во враге, связи нет. Он данные в себя записывает, сохраняет. Как только выехал куда-нибудь там на хребет, на горку, поймал чуть-чуть сотовой связи, он начинает эти данные выгружать. Немаловажный фактор. Если у какого-то спортсмена где-то случилась проблема, мы благодаря этому прибору можем определить местоположение его и оперативно прибыть туда для того, чтобы оказать там помощь и эвакуацию. Минута на прогрев. Будут очень красивые видовые проезды на сам карьер, в котором происходит добыча. Это яма глубиной более 300 метров. То есть, когда увидели анонс, да, покататься по огромному карьеру, ну, у нас таких карьеров нет. А если есть, они полностью закрыты. А здесь уникальная возможность погонять по карьеру, причем легально. И, ну, мы за этим сюда и приехали. Ну и промышленная часть тоже будет где-то по цехам, по промтерритории будет проезд. Тут все очень своеобразно, потому что грунт только камень и ничего кроме камня. Огромные валуны, насколько я знаю, есть. Но посмотрим, что организаторы сделали. Насколько я знаю, они тут 2 недели жили. Прям вот чуть ли в контейнере на трассе, постоянно катались, размечали трек. Посмотрим.
Знаете, две вдоль слога. Дальше дистанция вся размечена, разберетесь. Ну что, парни, удачи! Долго еще каменная секция? А как страдают вот эти вот, назовем это так, новички. Никто не видит. А тут прям битва, тут война, вот здесь самая война, короче, идет, ребята. Бензонасос отвалился, походу. Да нет, все здорово. Но физуху надо качать. Очень плохо себя чувствую, заболел. Поедешь в лагерь? Ну да. Ну, честно говоря, для любителей чуть сложновато. Именно по технике нужно вывозить. Но в любом случае это только в плюс. Уровень растет, скилл растет. Спасибо организаторам. Поехали. Ты шутал, что ли? Так? Да. Ехать, как говорится, надо. Я флаг-маршал, контролирую подъем в гору. Тут очень экстремально и классно. Моя задача заключается в том, чтобы встречать профессионалов с подъема и любителей с той дороги. Вот один из них едет уже, к нам подъезжает. Можно ехать? Да, 311. Прямо нет, вон туда. Записываю на бумагу и в телефон. А это голды, что ли? Да. А? Да. Препятствие тут получается у нас горка, в которую поднимаются профессионалы. Еще у нас один. Они получают большое удовольствие от этого. Приезжают все замученные. Учиться надо ездить по таким горкам. Организаторам огромный респект. Как там раздавать рожденные угла или как? Так, ну что, мы находимся на практически втором контрольно-пропускном пункте. Наблюдаем сейчас, как поднимается класс любителей. Это остались те, кому действительно тяжело, и им немножко нужно потренироваться с открытием газа. Вот, перегазовка была, все, потерял газ. На самом деле подъем едется довольно-таки просто. Мы, когда его прокладывали, делали несколько траекторий. Видим траекторию, по которой тянут лямками. И эта траектория значительно, конечно, сложнее. Вот я сейчас понимаю, что на том подъеме любительском там 150 человек лежит сейчас. Ну там просто 2 часа надо ждать, чтобы, может быть, у тебя появилась возможность попробовать заехать на этот подъем. Потому что без разгона там шансов нет заехать, а разгона там нет, потому что там стоят люди. Очень длинная разгонная линия, порядка 50 метров. Ребята просто боятся открыть чуть больше газа. Любой китайский мотоцикл, даже воздушка в него залетает без каких-либо проблем. Это карьер. Здесь везде крутые отвалы и площадки. То есть здесь технология старта, она немного отличается от стандартных соревнований, которые там по полям, по лесам проходят. Ну вот где разгон-то, где разгон? Половина проехал, вот. Смотрим, смотри.
И чтобы вы понимали, это заехала девушка. И она заехала, не напрягаясь, не останавливаясь. Так, это не просто девушка. Это девушка, которая очень хорошо ездит. Хорошему танцору мешают. Вот. И мы сейчас наблюдали, как большое количество участников мучаются, испытывают физические нагрузки, так сказать, тренируются в тяжелой атлетике, тяни толкай. Вот. Но кому-то это может и нравится. А вот избежать тягания, его не избежать, к сожалению. В первый день точно нельзя было избежать, потому что все толпились, не было нормального разгона. И получается, те, которые ребята там профессиональные, они кричат «контрикросс, дайте нам сложнее». Вот. А мы приезжаем покататься, кайфануть. Заявился в золото, дотянул. Вывод один, надо тренироваться. Гонка очень крутая, сложные места. И чтобы их проезжать, надо тренироваться. Но если там кому-то что-то не понравилось, значит уровень не дотягивает у ребят. Классный конкурс, организаторы молодцы. Не зря из Новосибирска ехали. Любители, они на то и любители, а у нас местами один трек был. То есть я понимаю, что здесь поедут любители, и думаю, блин, бедные парни. То есть как бы тут, ну, к таким трекам нужно готовиться. Дальше у нас по этой части идет подъем для класса профессионалы. Ну почему-то некоторые любители решили проверить себя, видимо, поехали. Потому что это жопа была, пробка. Это все любители, это все профессионалы, но просто зеленые. Да, мне вообще делать нет. У меня мало лошадей, а тут могу попробовать. Нормальный чупаришь, хуя! Ну скажи, ну зачем? Вроде золото, а такое качество. Здесь большие камни, надо крабиком залезать. Вот. Но в красных меньше людей, поэтому часть зеленых уехала сюда, думая, что здесь меньше очередь. Так и есть, но подъем едем медленно. Я опаздываю, блядь! Прошло половина гонки. А от трека 1/5. Весело. На 6-м КП. Это середина спецучастка. 17-й километр из 30. Встречаем спортсменов, предлагаем им воды, помогаем, если нужно. Вот, записываем их. Нужно обязательно в телефон записывать все номера очень точно, чтобы всех зафиксировать. Вот, но если что, у нас здесь еще скорая помощь там стоит. Мы, если что, следим, чтобы спуск у нас очень опасный здесь. Жесткие спуски были, и спуски без выката. Приходится спускаться на ногах сразу же, потому что когда ты едешь, и там в конце камни, это сразу же ты развалился, разложился. Просто страшно, выхода просто нет. Да, выхода нет, и цепочка, то есть там тормозить, ну это бесполезно. Только вот, на руках тащить и все. Но на самом деле это все просто мы дорога. Ой, интересная картина можно наблюдать, когда со спуска двигается целый паровоз, так сказать. По идее, зачет у нас вообще индивидуальный, каждый едет сам за себя. Тактика у некоторых спортсменов такая, то что они группируются со своими соперниками, чтобы показать более лучший результат. Сейчас я своего Люцифера заправлю. Там Черняев, я думаю, недалеко. Димон, ну ты-то где, блин, а? Я там закрываю, чтобы не. Я думаю, что там дальше приключения еще будут. Да. Почему-то я готов к этому морально.
Бля. О! Пиздец. Не травмировался, ничего, но сорвало крышку с радиатора. Вернулся в лагерь, отремонтировали и поехал дальше. Порвал мотоцикл, форму, все, что можно было. И себя тоже. У меня колено разбарабанило вот так вот, больше ляжки было. Я думал сначала сойти с гонки, потом обезбола выпил, вроде прошло, поехал, хватило на полтрека. Потом я достал из рюкзака еще обезбол, выпил и поехал дальше. Им пофигу, что они не сломаются, они готовы со сломанными руками и конечностями дальше продолжать выступать, лишь бы дойти первым до финиша. Мы вот стоим как раз на той ступени, где асбестовое покрытие, а буквально 30 метров ниже ступень уже из глиняной породы. Она очень пыльная, очень сыпучая и зацепа практически нет. Опа! Цепочка слетела! Сейчас затянем? Затянем. Заклинило. Давай, Вентилятор, вот. Да, надо просто быстро ехать. Что тут? Много еще страданий? О, ну сейчас вот вы тут проедете метров 500. Там будет вот что-то подобного. Сыпучка. Сыпучка. И все, после нее уже чисто там индустриальный парк. По лесенкам там проедете, да, мимо вагонов. И там по лесу и финиш. Спортивный трек проходит по пешеходному мосту. Мы сделали на него деревянные заезды, чтобы никто из спортсменов не пострадал, не ударился. Было предложение сделать это как определенным препятствием, чтобы оно было сложное, но организаторским составом было принято решение сделать наоборот этот мост легко проезжаемым, чтобы не было каких-то травм и несчастных случаев. Это было круто. Но на самом деле рельсы коварные, скользкие. И когда у спортсменов уже заканчиваются силы, эти рельсы становятся крайне сложными. Когда ты сюда попадаешь, ты понимаешь всю масштабность этого карьера. Когда смотришь на вот эти болты, которые размером с руку. Если мы привыкли тоненькое железо, то здесь оно вот в несколько пальцев. Что-то похожее на какой-то редуктор, тормозные барабаны. Тут даже эхо, как в определенной комнате. И спортсмены, проезжая здесь, я уверен, что они получают огромное удовольствие, видя вот этот формат, видя, что такое существует. Проезжаешь, у тебя покрышки от БелАЗа сложены, там чуть ли не в целые здания. Вот это вот реально удивило. Когда мы заехали в это место, где были покрышки, на БелАЗовской покрышке висит ленточка, и там дальше колеса так сложно. Я думаю, неужели нам туда? Просто, ну, это вот, как будто ты на здание должен по вот этим покрышкам заехать. Но потом нет, смотрю, что по асфальту размечено, и прям я выдохнул, если честно. Дальше куда? Прямо и направо. И у них точно это останется в сердце, останется воспоминание о нашей гонке. И поэтому мы это и называем не соревнование, мы организуем эндуро-фестиваль.
Ну как вы? Все прекрасно. Все нравится? Там вот огромная, конечно, пробка. Вот здесь подъем, вот эти два. Ну, стоит вся гонка. Происходит очень мало времени до финиша. Можно не успеть. Тут еще пробка нарисовалась. Это все, кого затащили на трассу наверх, кто не мог ехать в начале. Теперь они здесь все. Я ничего не хочу умничать. Может, у нас бы 50 было, но 200 много. Мы 1,5 часа простояли там. И люди здесь до таймбара не выйдут. Поэтому все офигенно. Ладно. Вот это мы тоже вообще все супер. Мы тоже учимся, будем Да, поэтому делать работу над ошибками. Они лежат, люди спят, потому что... Хорошо, мы сейчас до них, я думаю, доедем до этого места, да, и посмотрим. Здесь уже 2 часа больше. Мучился где-то минут 40. Очень тяжело. Это пиздец. Но с нас сняли с 7-го КП, потому что не хватило времени. С 7-го КП снялся, проехал 7-й и снялся. Времени не хватило заехать. Там пробка была большая. Все, думаю, никого не догоню. Приезжай сюда, здесь все были. Кто-то уже 2 часа стоит. Да толкучка была. Ехать не могут нормально. И вот ждешь очередь, стоишь. У меня одна попытка была. Чуть-чуть я там до верха не доехал. И пока очередь свою ждал, тайм-бар и айдате домой сюда. Чтобы не проезжабельно, особо не было. Все можно проехать. Добавлю, сложно не было, просто в одном узком месте столкнулись 2 класса. Ну да, и такое вот. В одном месте оказалось сразу очень много людей, и, соответственно, неудачная попытка, всем нужно было делать дополнительный заезд. Вот. И из-за того, что было много людей, приходилось подолгу ждать. Трек был зачетный, прям сложный, проезжаемый, но он всегда должен быть сложный, потому что надо учиться, чтобы было развитие. Что, еще раз всех поздравляем с окончанием первого экстремального дня. Первое место по итогам сегодняшней гонки предварительно, специально подчеркиваю, занимает Данила Черняев из Саратова с результатом 1 час 49 минут и 5 секунд. Получили немножко травмы. Значит, это отечественная шкурка, вот она что-то сделала вот так, ням-ням, короче, да. И вот тут вот, можно подойти, показать вот вмятинку на моем люциферчике, и вот. В принципе, здесь немножко подогнул крепление радиатора, а остальное, в принципе, все нормально. Да ничего, мы звезду меняем на тебя. Сложно подобрать адекватную звезду на все гонки, на все вариации трека, грубо говоря. Переобуваемся к завтрашнему дню, протягиваем динамометрическим ключом все. И самая главная беда у нас вот у Илюхи, у гонщика, стартер начал умирать. Ну, стартер поменять, конечно, беда, мотор, да, надо снять. А в остальном, все целое, так, моменты по пластику, по наклеечкам. Значит, наш персонаж в лице Евгения Толецкого совершил фееричный кульбит через руля вниз. Он отломал себе пластик, он вернулся в парк, мы быстренько ему в течение 5 минут восстановили работоспособность мотоцикла, он уехал обратно на трек и, в общем-то, немного потерял. Он догнал ребят и практически он вернулся как бы в свой ритм, на свою позицию. Техника нет своего, сам все делаю. Не так уж часто гоняю, чтобы нужен был техник. Техник, да, конечно, если команда как бы профессиональная, не просто сели-поехали. Техник — это обязательная составляющая, плюс, допустим, после первого гоночного дня ребята приезжают все уставшие, надо и постираться, и то, и сё, и кто приезжает сами по себе, после первого гоночного дня просто всю ночь сидят где-нибудь в боксе или на улице, не знаю, под палаткой, делают на мотоцикл, подготавливают, ремонтируют, а на следующий день уже в гонку, и это, естественно, очень тяжело. Ты знаешь, я работаю до конца. Вот. Я сначала их жду,
потом их утешаю или наоборот поздравляю, я не знаю, там по-разному бывает. Вот, потом ребята мне пишут список, он в таком виде, в аналоговом, это уже все, что сделано. Некоторые пишут ручки, некоторые в чат и по списку. То есть это какие замечания по мотоциклу после дня гонки. Вот, это то, что увидел райдер. Но райдер может не все увидеть, поэтому мы дополнительно еще осматриваем мотик и готовим его к следующему гоночному дню. Мы отсюда не уходим, пока вся техника не будет готова и приведена в боевое состояние. Чтобы, короче, ничего не профукать, ничего не пропустить и не говорить, что «а мы не знали». Короче, для этого всего надо посещать брифинг сегодня. Ну, мы общались со многими участниками, получили обратную связь, получили много положительных. Были, конечно, и замечания по поводу там, и трека. В общем, Черняев сказал, что вообще трек лайтовый. Вот. Кого слушать, не знаем. Просто я сегодня много помогала людям. Если бы я знал, что я вот еще чуть-чуть делал, я бы там точно никому бы никогда бы не помогал. Ну, вы знаете, вот видите, вы оказались сегодня замечательным человеком, вот, и, в общем, ну, пожертвовали своим финишем, в общем, вам только поаплодировать можно. Если видите, что пробка, пытайтесь справа, слева, все отвалы заезжаемые. Вы можете по голдовому там подъему проехать, и вас за это никто ругать не будет. А вот профессионалам так делать нельзя. Так что выбирайте свою траекторию и в пробках старайтесь не стоять. Ну что, сегодня была очень интересная борьба. Кто-то говорил, что было сложно, кто-то говорил, что было легко, но все же трек получился очень сбалансированный. Поэтому ждем завтрашнего дня. Завтра будут просто чумовые виды, потому что завтра ребята будут спускаться в сам карьер. Не на дно, конечно, но где-то до серединки доедут. И завтра мы узнаем, кто стал чемпионом гонки Урал-Асбест на угле Буйные есть 2024. Погнали! КП. Здесь подъем в горку, получается у нас, для любителей. Но почему-то проезжают профессионалы. Ну, нам чисто надо только отметить, дальше уже решают организаторы. Вообще первый раз такое вижу. Завораживает. Ну, я первый раз его вживую видел, и я просто офигел вообще, там конца не видно. И мне было прикольно, когда я видел на той стороне карьера БелАЗ, и он был вот такусенький. Там БелАЗы на фоне этого карьера кажутся такими мошками. И хотелось остановиться, там, не знаю, насладиться, сфоткать, но было некогда, нужно было ехать.
высотой БелАЗа выше меня, наверное, в 2 раза. И ты понимаешь то, что глаз не ощущает всю ту мощь данного карьера. 10 километров длина, 1,5 километра ширина, 350 метров глубина. Это очень большой объект, видимый из космоса. Один из самых больших в мире нерудных карьеров. Я думаю, что спортсмены оценят по достоинству сегодняшний день. Они увидят все эти красоты. Сейчас ехали вдоль него. Прям хочется остановиться. Разложить там какую-нибудь складушку. Пивка холодненького. Можно сделать что-нибудь типа а-ля КП с перерывом 20 минут для всех или 10 на каком-нибудь красивом месте. Потому что, правда, хотелось насладиться этим карьером. Такое я в жизни не видел, чтобы такой масштаб был всего. Хотелось сфоткать, а тут телефон доставать, время терять. В общем, не получилось. Но в памяти осталось. Потому что там хоп, мельком посмотришь, там, ого, ничего себе. Вид просто огонь. Сегодня гонка, между прочим, намного интереснее, чем вчера. Все относительно едется и прям вообще классно. Кто сказал, что вчера была гонка плохая? Все было отлично. Вчера какие-то прохваты были, кросс-кантри больше и несколько заездов. А сегодня прям поработать надо, и камешки. Здесь трек специфичен тем, что очень много крупноформатных камней. Это очень такая своеобразная техника, которой не все владеют. Камней очень много. Они прям вообще выбивают. Хотя они небольшие, в принципе, едется все. Да не, пока нормально. С нами ехали ребята с Дальнего Востока, с Приморского края, которые привыкли к такому рельефу, к таким крупноформатным камням. Вот они едут очень технично, очень быстро. У нас, конечно, у ребят с равнины такие большие камни вызывают определенные проблемы. Вот поэтому нужно тренировать их отдельно. Это у нас просто мы из Нижнего. У нас как бы камней таких нету, соответственно, прям руки, опыт определенный, да, получаем. Ай, блядь! Ты упираешься в камень, и мотоцикл толкает в сторону уклона, и получается, что ты валишься просто в пропасть. И там просто валяются камни огромные, здоровые. И ударился ребрами, сбил дыхание, до сих пор болит, не могу прям. И так 2 раза, потом вроде собрался, поехал. Каждого месяца, которое реально едется, есть прогоны. То есть ты понимаешь, что ты едешь слишком долго, отдыхаешь, значит дальше будет жесть. Люди едут во время прогона вот так вот, и все, и теряют все разметки просто. Прогоны сделаны, чтобы отдохнуть, а не чтобы скоротать время, которое ты потерял там, где надо было газовать. Я вот так считаю. Да, блядь, 2-й день лайта. Вообще будет что-то серьезное или нет? Куда ехать-то надо, если не к вам? Да я любитель, надо было в ПРО ехать. Я ж не знал, что здесь совсем лайтяк. Сегодня легче едете? Физически. Да? Да, ко мне как будто больше. А можно водички? Да. Сил сегодня нету, может пока легче. А силы вчера кончились. Дай бог сейчас маленько накопится. Потому что что-то уже даже мышцы сводят. И на руках, и на ногах. Съел соль. Не знаю, сейчас отпустят, наверное, через 5 минут. Да, надо сил набраться. Я 3 раза попробовал, у меня не получается. Сил нету. В прошлом году была гонка, а в этом ёбань. Просто ёбань. Какая гонка это, блядь? Профессионалам гонку, блядь, а вот пацанам, которые 5-2 работают. Это моя 5-я гонка в жизни. Я вообще не готов к этому. Блядь, 3 класса хотя бы сделайте, блядь. И пустили всех по одному треку, у спорта только 2 отвилки, блядь, и все. Нахуй это надо, блядь. Вот я должен с Черняевым по одному треку ехать.
Я не знаю, чего он стонал. Просто постонать охота. Я так устал, ребята, вообще, что вот просто по каменной спускаемся вниз, а он стебется, типа, Димон, говорит, ты чё, говорит, его тащишь вниз. Поворачивается, да, а у него глаза огнем горят. Мы стоим, он внизу, и он так поворачивается наверх. Пошел нахуй! И пошел дальше вниз. Тыкаете, да, там все? Чё такой грязный? Грязный, потому что ездить не умею никогда. Попёрся, бля. Ребята, вы все должны, кто участвуете, понимать, что на треке у каждого участника есть эмоции. Мы же приехали, Да, потом сели, да, просто всё чётко, вот всё. прям нормально. Пошли, сейчас покажем, почему эта гонка самая индустриальная в стране. Там находится цех, через который сейчас поедут парни. Причем только что мы проехали предыдущие точки. У нас уже больше половины позади, контрольное время 1:20. Сейчас мы будем ждать в цеху. Мне кажется, кто вот до этой точки сейчас доедет первым, тот, собственно, ну, без ошибок, и вот его пройдет нормально, вот, скорее всего, тот и станет чемпионом. Я не знаю, какие-то гигатонны железа, какая-то нереальная атмосфера, запах. Ребята, здесь пахнет металлом, здесь пахнет мазутом, здесь пахнет рабочей специальностью. Здесь работали мужики, а может быть и продолжают работать, я не знаю. И все это часть нашей трассы. Сейчас это, по сути, траншея чемпиона. Вот это не красная ковровая дорожка. По сути, красная ковровая дорожка в эндуро выглядит вот так. Охренеть, вы видели, что происходит? 2,5 минуты в итоге, про что я говорю, Леона подыгрывает сейчас у Черняева. Они идут колесо в колесо, остается уже буквально, ну, по нашим подсчетам, 15-20 минут. Где Альберт Самсонов? Он отстал. Не было никакой интриги еще буквально 20 минут назад. Я не знаю, что здесь произошло. Хорош! У него есть шанс. У этого парня есть шанс, поверьте мне. В общем, я первый раз нахожусь на таком заводе. Очень интересно было вообще, как это все устроено. А нам, организаторы, сделали прямо прокат по этому всему. Это очень прикольно. Да, это необычно, этого нигде нету. Ты никогда не ездишь по цеху, то есть ты максимум по лесу, там, ну, по горам. Но чтобы в цеху или где-нибудь в каких-нибудь помещениях, это очень редко такое событие, особенно в России. Особенно мне очень и зашла, и я офигел от финишной секции сегодня. Эти камни нам будут сниться в страшных снах. Данила Черняев, Саратов, мастер спорта, который становится победителем. На финише. Я доволен. Я цел, мотоцикл цел, финиш есть. Супер.
доехать до вагончика за медалью. Сегодня был прям отличный трек. Но, конечно, я еще не готов к таким гонкам. Очень устал. Ух. О, а теперь хочется домой к мамочке. Да, отлично. Но не для любителей. Я проехал бронзу 8 часов в Геленджика, 8 часов я. Здесь мне было тяжелее раза 4, наверное. Лучшее мероприятие, которое я когда-либо видел. И несмотря на то, что я в прошлом году травмировался, почти отрубил 2 пальца, и следующая гонка была это следующая гонка. С удовольствием приехал, ни капельки не пожалел. Ребята, спасибо большое. Вот наш судейский уголок. Сейчас происходит подсчет голосов. Сегодня номер 77 финишировал 77-м. Вот так вот получилось. Не скажу, сколько дисквалификаций. Парни срезали, причем в обоих классах. Ну и, собственно, по сумме 3 дней стадион учитывается и 2 экстремальных заезда. Нужно все сложить, все подсчитать. Сейчас, на самом деле, очень много нюансов, потому что предоставили нам видеозапись со шлема участника, который видел, кто срезал, кого, возможно, надо дисквалифицировать. И пока он показывал, как он ехал и снимал, мы даже выяснили, что он сам срезал там, что получил штраф при нас здесь же. Я тебе сказал, вы что себе новую стоите? траекторию. Да, это ты сказал? Я в итоге по ответу дал. А что не записал? В общем, нюансов много. Здесь та работа, которую не видят участники, но работа кипит. Много споров, много на самом деле работы такой теоретической. Вопрос вот здесь по прямой, как бы по отвалу, но это другой вопрос. Когда приезжают сюда по-любому. Да, согласен. Судьи на самом деле герои, правда. Судьи очень крутые, и сейчас от их работы зависит многое, но это чистейшие профессионалы. Крутые. Я просто вижу, как они себя ощущают после гонки, как они чувствовали себя на треке. Вот для них это было немножко таким перебором. Здесь 2 класса всего. Вот. У меня ребята, они твердая бронза. Вот. Они привыкли ездить по классу бронза, то есть там подразумевается уровень немного пониже, чем здесь. Для них это была новая ступень. Такая веха, я бы сказал, в их эндуро-карьере. Были все виды грунта, не грунта, и камней, больших, маленьких, и живых, неживых. Сегодня было именно начиная от леса, вплоть до болот, вплоть до огромных камней, вплоть до сыпучки. То есть, за один день все включено, все гонки России включены в 2 дня. Ну а так попроще, есть другие гонки. Зачем? Для чего это тогда раздувать все это дело? Сюда едут только те люди, которые понимают, на что они подписываются. Если они говорят, типа, мы не умеем, то зачем ты сюда приехал? Ну это прям должна быть одна из топовых гонок Урала. Правильно? Я думал про это. Тут как бы 2 варианта. Либо сделать как все и сделать 3 класса. Это будет как бы популярно, но это будет похоже на все остальные. Либо делать качественную, своеобразную гонку с 2 классами, просто сделать чуть более сбалансированный трек. Вот. И это, мне кажется, будет правильный ход. То есть гонка будет иметь свое лицо, свои характеристики, отличные от других. И в следующем году у нас нету шанса сделать это хуже. Поэтому с каждым годом будем развиваться, расти еще больше. И ждем вас в следующем году. Поэтому давайте еще раз всем спасибо за фестиваль. Мы всех очень сильно любим. Обнимаем. Мы забыли. Буйный-то есть?
Спортсмены покинули бивуак, зрители покинули зрительские зоны. Остались только мы, Жека, Саня и я. На душе неоднозначные чувства. Есть небольшая грусть, то, что все это подошло к концу. Полгода согласований, 2 месяца непрерывного проживания на бивуаке и постройке трассы, стадиона. Все это позади. Есть определенная гордость на душе, что мы это смогли. Куча положительных эмоций. Я горжусь каждым из нас, каждым из нашей команды. У нас нет цели там, отбивать мероприятие с его организацией, со стартовых взносов. У нас есть цель прививать людям любовь к эндуро и показывать им, какой эндуро может быть крутой вид спорта, которым нужно заниматься, путешествовать, и в том числе путешествовать вот так вот здесь индустриально. Все получилось, как мы задумывали. В общем, это все-таки говорит о сплоченности команды, о профессионализме и умении каждого из нас. И у нас намного больше планов и амбиций, чем мы смогли реализовать в этот раз. Нам есть куда идти вперед, и у нас обязательно все получится. Это мероприятие в следующем году будет в разы крупнее. Приезжайте, будем вас удивлять. До новых встреч и будьте на угле.